В этом захватывающем видео мы расскажем вам о неисчерпаемой пользе яйца для здоровья человека. Яйцо – это настоящий полезный продукт, который содержит множество необходимых организму веществ. Не упустите возможность узнать больше об удивительных свойствах яйца и включить его в свой рацион для поддержания здоровья и благополучия. Пожалуйста, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и не забудьте поставить лайк. Еще буду благодарен, если поделитесь роликом в социальных сетях. Спасибо всем, кто поддерживает и подписывается на канал. В будущем буду радовать полезными материалами. Яйцо – польза для здоровья человека. Яйца являются питательным продуктом и могут иметь ряд положительных влияний на здоровье, если употребляются в разумных количествах. Вот некоторые из пользы, которую они могут приносить. Белок. Яйца богаты белком высокого качества, содержащим все необходимые аминокислоты. Белок в яйцах помогает восстанавливать и строить ткани в организме. Витамины и минералы. Яйца содержат важные витамины и минералы, такие как витамин В12, витамин D, железо, селен и цинк. Они также богаты витамином А, витамином Е, а также содержат множество других микроэлементов, необходимых для здоровья. Лютеин и зеаксантин – эти антиоксиданты, найденные в желтке яиц, могут помочь защитить глаза от вредного воздействия свободных радикалов и улучшить зрение. Холин. Холин является важным питательным веществом, необходимым для нормальной функции мозга и нервной системы. Жиры. Яйца содержат холестерол, но они также богаты полиненасыщенными жирами, которые могут снизить уровень плохого холестерола в крови. Сытость. Яйца могут помочь в поддержании ощущения сытости благодаря своему высокому содержанию белка, что может помочь контролировать аппетит. Важно учитывать, что при употреблении яиц важно следить за количеством потребляемых холестерина, особенно для людей с высоким уровнем холестерина в крови. Рекомендуется употреблять яйца в разумных количествах и в рамках балансированной диеты. Лучше всего проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы определить оптимальное количество яиц в вашей диете, особенно если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или особенности. Можно ли есть яйца каждый день и какая от них польза? Куриные яйца – привычная и доступная пища, которая входит в рацион почти каждого человека. Из них можно приготовить много разных блюд или использовать для быстрого перекуса. В то же время есть немало информации об их потенциальном вреде из-за холестерина. Спросили экспертов, так ли это. Пищевая ценность и калорийность яиц. Пищевая ценность и калорийность яиц зависят от их размера и способа приготовления. Вот общие показатели для куриных яиц, которые чаще всего употребляют. Калорийность. Среднее куриное яйцо – примерно 44 грамм, около 68 калорий. Белок содержит примерно 17 калорий, желток – около 51 калории. Белки. Среднее куриное яйцо содержит около 6 грамм белка. Жиры. Среднее куриное яйцо содержит примерно 5 грамм жиров. Углеводы. Куриное яйцо практически не содержит углеводов. Витамины и минералы. Яйца богаты витаминами и минералами, включая витамин А, Д, Е, В комплекс, железо, цинк и селен. Следует отметить, что калорийность и пищевая ценность яиц могут изменяться в зависимости от способа приготовления. Например, яйцо, вареное без масла, будет содержать меньше жиров и калорий, чем яйцо, жареное на масле. Также важно помнить, что яйца являются хорошим источником белка и других питательных веществ, что делает их полезным продуктом в рационе при условии умеренного потребления. Вреден ли холестерин в яйцах? Холестерин в яйцах был долгое время считается потенциально вредным для здоровья, так как высокий уровень холестерина в крови связывается с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако более поздние исследования показали, что связь между потреблением яиц и уровнем холестерина в крови не так прямолинейна, как сначала думали. Яйца действительно содержат холестерин, но они также богаты питательными веществами, такими как белки, витамины и минералы.
Ученые обнаружили, что у многих людей потребление яиц в разумных количествах, например, до одного яйца в день, не приводит к значительному увеличению уровня холестерина в крови или увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако люди с определенными заболеваниями, такими как гиперхолестеринемия или сахарный диабет, могут быть более чувствительными к воздействию холестерина из пищи, и для них ограничение потребления яиц может быть рекомендовано медицинскими специалистами. Важно помнить, что диета и образ жизни в целом играют ключевую роль в уровне холестерина в крови и риске сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы поддерживать здоровый уровень холестерина, рекомендуется умеренное потребление яиц в сочетании с разнообразным рационом, богатым фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и другими здоровыми продуктами питания. Важно проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы узнать, какие рекомендации подходят именно вам на основе вашего здоровья и индивидуальных потребностей. Сколько яиц можно есть в день? Количество яиц, которое безопасно употреблять в день, может варьироваться в зависимости от общего рациона питания, здоровья и индивидуальных потребностей. В целом, многие организации по здравоохранению, такие как Американская ассоциация по сердечно-сосудистым заболеваниям, рекомендуют употребление до 7 яиц в неделю как часть здорового рациона. Яйца являются хорошим источником белка, витаминов и минералов, но они также содержат холестерин. Ранее считалось, что употребление большого количества яиц может повлиять на уровень холестерина в крови и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако более последние исследования не подтвердили четкой связи между потреблением яиц и уровнем холестерина у большинства людей. Если у вас есть конкретные здравотворные ограничения или рекомендации врача, важно следовать им. В общем случае употребление 1-2 яиц в день может считаться безопасным и полезным в рамках здорового образа жизни. В общем случае употребление 1-2 яиц в день может считаться безопасным и полезным в рамках здорового образа жизни. Польза яиц для здоровья. Защита глаз. Желток яйца содержит лутеин и зеаксантин, антиоксиданты, которые могут помочь защитить глаза от вредного воздействия свободных радикалов и снизить риск возникновения возрастных заболеваний глаз, таких как катаракта и дегенерация сетчатки. Здоровье мозга. Яйца содержат холин, важный питательный элемент, который играет роль в развитии и функционировании мозга. Холин участвует в создании нейротрансмиттера ацетилхолина, который влияет на память, настроение и мышление. Полезный для похудения, яйца могут помочь в управлении аппетитом, так как они богаты белком, который способствует чувству сытости. Это может помочь контролировать прием пищи и уменьшить желание к перекусам. Удобство и доступность. Яйца легко доступны, относительно дешевы и могут быть приготовлены различными способами, что делает их удобным и полезным продуктом в повседневной диете. Важно помнить, что индивидуальные потребности организма различаются, и что для здоровой диеты важно учитывать разнообразие продуктов. Перед внесением изменений в свой рацион всегда лучше проконсультироваться с врачом или диетологом, особенно если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или ограничения в диете. Есть ли вред от яиц? Противопоказания и побочные эффекты. Яйца являются ценным источником питательных веществ и белка, и они обычно не представляют серьезных вредов для большинства людей. Однако у некоторых людей могут возникнуть противопоказания или побочные эффекты. Вот некоторые из них – аллергические реакции. У некоторых людей могут возникнуть аллергические реакции на белки в яйцах, особенно на белок из белка. Это может проявляться в виде кожной сыпи, зуда, отеков, затрудненного дыхания и даже анафилактического шока у лиц с тяжелой аллергией. Содержание холестерина. Желток яйца содержит холестерин, и поэтому людям с высоким уровнем холестерина в крови или сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется умеренное потребление яиц. Однако современные исследования показывают, что потребление яиц в разумных количествах не обязательно ведет к повышению холестерина в крови у большинства людей. Заражение сальмонеллой. Сырые или недостаточно прожаренные яйца могут быть источником заражения сальмонеллой, бактерией, вызывающей пищевое отравление.
Поэтому важно правильно готовить и хранить яйца, чтобы предотвратить риск заражения. Проблемы с желудочно-кишечным трактом. У некоторых людей могут возникнуть желудочные боли, газообразование или диарея после употребления яиц, особенно если у них есть чувствительность к продуктам, содержащим органические серы. Социокультурные и религиозные противопоказания. Некоторые люди по религиозным или этическим убеждениям отказываются от потребления яиц. Если у вас есть какие-либо медицинские состояния или опасения относительно употребления яиц, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы определить, какие продукты питания подходят именно вам. Важно также соблюдать правила гигиеничного приготовления и хранения яиц, чтобы предотвратить риск заражения бактериями. Польза и вред желтка куриного яйца для организма человека. Желток куриного яйца содержит множество полезных питательных веществ, но его потребление также может иметь некоторые негативные аспекты. Вот некоторые из них. Польза желтка куриного яйца. Белок. Желток содержит белки, которые являются важным строительным материалом для тканей организма. Белки необходимы для роста, восстановления и поддержания мышц. Жиры. Желток богат холестерином и жирорастворимыми витаминами А, Д, Е. Эти витамины необходимы для здоровья кожи, зрения, костей и других органов. Микроэлементы. Желток также содержит различные микроэлементы, такие как железо, цинк и селен, которые важны для здоровья организма. Лютеин и каротиноиды. Желток содержит антиоксиданты, такие как лютеин и каротиноиды, которые могут помочь защитить глаза от воздействия свободных радикалов и улучшить зрение. Вред желтка куриного яйца. Содержание холестерина в желтке одного куриного яйца может варьироваться, но обычно это составляет около 184 мг холестерина. Однако стоит отметить, что диетологи рекомендуют ограничивать потребление холестерина в пище, и поэтому многие люди предпочитают употреблять белок яйца, а не желток, чтобы снизить прием холестерина. Это может быть проблематично для тех, кто имеет проблемы с холестерином или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Содержание калорий. Желток куриного яйца богат калориями, поэтому избыточное потребление может привести к набору лишнего веса. Скопление пестицидов и антибиотиков. Куры, которые производят яйца, могут быть подвержены обработке пестицидами и антибиотиками. В некоторых случаях это может влиять на качество яиц и их содержание. Итак, желток куриного яйца имеет свои плюсы и минусы, и его потребление следует регулировать в зависимости от индивидуальных потребностей и здорового образа жизни. Если у вас есть определенные медицинские состояния или диетические ограничения, важно проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы определить, насколько желток яйца соответствует вашим потребностям. Проверка свежести. Чтобы проверить свежесть яйца, вы можете опустить их в миску с водой. Свежие яйца утонут, старые яйца всплывут. Также вы можете встряхнуть яйцо ухом к уху, если внутри нет шума. Это свежее яйцо, и если слышен звук, оно может быть старым. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам хранить яйца в холодильнике безопасно и продлит срок их годности. Дорогие друзья, мы хотим выразить искреннюю благодарность каждому из вас за то, что были с нами. Спасибо, что были рядом, и продолжайте наслаждаться каждым днем. Будьте счастливы и помните, что вы всегда найдете у нас поддержку и дружбу. Спасибо, что вы были с нами.